Вопрос о происхождении письменности у славян является открытым в настоящее время, потому что есть несколько моментов, которые до сих пор остаются неразрешенными. До нас дошли две славянских азбуки – кириллица и глаголица. Кроме того, нам известны факты, говорящие о том, что до принятия христианства у славян имелись уже какие-то знаки, но использовались ими без устроения. Появление же славянских азбук связано с переводом греческих богослужебных книг на славянскую речь. Появление письменности у славян связано с принятием христианства. В качестве языка богослужения использовался старославянский язык. Это язык переводов, первых переводов греческих богослужебных книг на славянскую речь, которые сделали Кирилл и Мефодий во второй половине IX века. Кириллу, двум салунским братьям, потребовалось свести в единую систему все имеющиеся в наличии знаки и упорядочить их и представить в виде славянского алфавита. Их деятельность протекала очень успешно, потому что старославянский язык в качестве сакрального воспринимался как понятный язык, как близко родственный язык, как диалект собственного языка. И поэтому миссионерская деятельность Кирилла и Мефодия здесь проходила очень успешно. Но тут появилось ревностное отношение римских священников, которые боялись потерять свое влияние в славянском мире. Поэтому богослужение на старославянском языке было запрещено. А книги учеников, последователей Кирилла и Мефодия изгнали из Великой Моравии. И тогда центром старославянской письменности и культуры стала Болгария. Именно здесь произошел расцвет старославянской письменности, старославянской книжности. В Великой Моравии и Панонии опять завоевал свои позиции в качестве сакрального языка латинский язык. Таким образом, религиозные взгляды славян в той или иной степени оказали влияние и на выбор графики. Дело в том, что в тот период сложилась ситуация устно-письменного билингвизма. Местные языки еще не имели официальной письменности, а в качестве первого литературного языка был язык сакральный. Поэтому те славяне, которые приняли христианство в форме православия в качестве языка богослужения, а значит и первого литературного языка, то есть письменного языка, приняли старославянский язык. Поэтому основу местных языков составила кириллическая графика. Те же славяне, которые приняли христианство в форме католичества, сакральным языком был латинский, и поэтому для местных языков была избрана латинская графика, латиница. Таким образом, с первого начала появления письменности у славян появилось некое противостояние двух азбук – латиницы и кириллицы. Но кириллица полностью была самобытной азбукой, хотя и была создана на основе греческого алфавита. Но из 43 букв греческого алфавита 19 букв были самостоятельными, оригинальными, созданными на основе тех письменных знаков, которые собрал Кирилл во время путешествия по славянским княжествам. Следует сказать о взаимодействии сакральных языков с местными славянскими языками. Латинский язык играл огромную роль для языков славян, которые примкнули к католичеству. Во-первых, латинский язык служил языком-посредником между славянскими языками и мировой культурой. Латинский язык обогатил значительно славянские языки, но все-таки латинский язык не был близко родственным языком, поэтому взаимоотношения между местным и латинским языком не сложились естественным образом. Другая ситуация была у славян, которые примкнули к православию. В качестве богослужебного языка использовался старославянский язык, воспринимался он как диалект собственного языка, поэтому
поэтому был близок и понятен носителям славянских языков. Поэтому взаимодействие между этими языками было тесное и естественное. А сам старославянский язык, в силу того, что это был перевод греческих богослужебных книг, впитал все богатство греческого языка, такого же классического, как и латинский язык, и это богатство в той или иной мере было передано, перенесено на почву славянскую. Таким образом, мы можем объяснить, почему часть славян пользуется кириллической азбукой, а другая часть славян – латинской азбукой. Ну, например, для тех славян, для которых старославянский язык стал языком богослужения, это русский, украинский, белорусский, болгарский, македонский, сербский языки, для них в основе этих языков лежит кириллическая графика. Латинская графика лежит в основе славянского языка, хорватского языка, чешского, словацкого, польского и диалекта польского, кашубского языка, а также и лужицкого языка. Таким образом, мы увидели, что славяне разделились не только по религиозному принципу, но еще и по принципу различия в графике. Нужно сказать, что кириллическое письмо имело особое значение в XX веке, когда при образовании Советского Союза многие народы не имели своей письменности. И тогда кириллический алфавит, кирилловское письмо послужило базой для создания собственных алфавитов. И на основе кирилловского алфавита были созданы те алфавиты, которые народов, которые не являются славянскими народами. Ну, например, киргизский, казахский алфавит, молдавский алфавит, ну и так далее. В настоящее время уже 4 народа отказались от кириллицы. Это Азербайджан, Молдавия, Киргизия и Узбекистан. В Казахстане уже готов проект перехода на кириллицу. Этот проект предполагает завершение этого перехода к 2025 году. И даже татарский язык, который в течение своей истории тоже пытался перейти на латиницу, вновь возникает проблема, в татарском языке вновь возникает проблема замены кириллического письма латинским. Если мы перенесемся в современность, то тут возникает следующая проблема. В связи с развитием различных новых технологий, в связи с информационным взрывом, который происходит в современности, в связи с глобализацией, влиянием компьютерных технологий, появлением мобильной связи и так далее, влияние латиницы значительно усиливается. И вот здесь противостояние между латиницей и кириллицей опять выходит на первые позиции, и латиница в той или иной мере пытается, если не вытеснить, но занять свое основательное место в кириллической графике. Ну, например, если мы возьмем Сербию, то здесь очень в связи с распадом Югославии образуются 2 самостоятельных языка, сербский и хорватский, из бывшего единого языка сербско-хорватского, и различие между этими языками изначально определялось графическими различиями. Сербский язык использовал кириллическую графику, а хорватский язык использовал латиницу. Но и сейчас в сербском языке возникла угроза кирилловскому письму. И, собственно, Сербия встает на защиту кирилловского письма, потому что латиница постепенно вытесняет из обращения к кириллицу. Что же касается русского языка, русского кирилловского мира, то тут следует сказать следующее. В период информационного взрыва идут поиски в языке, и не только в языке, поиски тех знаков, которые могли бы выразить какие-то глубинные смыслы. И тогда становится недостаточным только кирилловских знаков или кириллических знаков, знаков кирилловского алфавита. И тогда, например, в рекламных текстах наряду с кириллическими знаками используется 1-2 знака латиницы. Или вообще кириллическая запись полностью вытесняется латинской записью. То есть
тоже возникает вопрос взаимодействия между кириллицей и латиницей. И кто победит в этом противостоянии? Вопрос открытый, потому что русский мир – это мир, освященный кирилловским алфавитом. Это мир, освященный особой сакральностью, которая несет в себе кирилловский алфавит. И за каждой буквой кириллического алфавита стоит какие-то ассоциации, образы, да и, собственно, вся кириллическая азбука, которая была выстроена как некий единый философский феномен, и попытка потерять этот феномен приведет к потере национальной идентичности.